осеннем цвету. Дорогорцу, певцу, поэту за свою красоту. И над нами плывут зорницы, все плывут и плывут. Для меня мой Буйнакск столица, среди гор мой уют. Город Буйнакск был основан в 1834 году как крепость Тимирхан-Шура. Это первая столица Дагестана и город с интересной историей. Поселение первых людей известно здесь тысячи лет назад, а в XIV веке после разгрома хана Золотой Орды Тохтамыша через это место прошел походом обратно в Самарканд великий эмир Тимур Тамерлан. По преданию, он повелел установить свой шатер на вершине скалы. Именно по этой причине аул рядом и получил название Тимирхан-Шура, что в переводе означает «озеро Тамерлана». В царские времена аул превратился в укрепленный пункт с башнями и пушками, который безуспешно пытался взять то имам Шамиль, то его правая рука Хаджи Мурат. Здесь бывал император Александр II, художник Айвазовский, хирург Пирогов и даже останавливался проездом писатель Александр Дюма. К сожалению, ныне от крепости ничего не осталось, да и прочие исторические здания в Буйнакске можно пересчитать по пальцам. В одном из них ныне располагается краеведческий музей, а раньше был театр. С его сцены Иосиф Виссарионович Сталин провозгласил Дагестан автономной республикой в 1920 году. Именно Буйнакск был первой столицей Дагестана, пока этот титул не перешел в 1923 году более развитой и стоящей у моря Махачкале. Кстати, город Тимирхан-Шура был переименован в Буйнакск в честь дагестанского революционера Улубия Буйнакского, погибшего в 1919 году. Его могила – еще одна достопримечательность города. Рядом в земле покоится и Махач Дадаев, в честь которого названа нынешняя столица Дагестана Махачкала. Архитектурно Буйнакску нечем удивить взыскательного туриста. Тут есть пешеходная зона, вымощенная плиткой, стоят красивые фонари под старину, фонтаны и кованые лавочки. Путь по большим и маленьким паркам много времени не займет. Этот маршрут местные называют от ГУВД до РОВД, то есть от городского до районного отдела полиции. В советское время в Буйнакске располагались консервные заводы, которые производили повидло, джемы и маринады, шедшие даже на экспорт. Нынешняя экономика города представлена частным бизнесом и обширной сферой общепита. 68-тысячное население Буйнакска занято кто где, но в основном ездят на работу в республиканскую столицу, расположенную в 50 километрах. К слову об общепите. Буйнакск на весь Дагестан славится своими курицами-гриль. За ними сюда едут даже из Махачкалы. А город увешан рекламой в стиле «Легендарная курочка здесь». Раньше Буйнакск славился и как сельскохозяйственная столица региона. В 1970 году город пострадал от сильного землетрясения интенсивностью 9 баллов. Было разрушено много домов, в том числе и уникальные исторические здания. Главит старого города Буйнакск, в котором я провел свою самую раннюю детство, 4, 5, 6 лет. Вот люди, которые тоже вспоминают, ну, просто с радостью, с восторгом в старые времена.
Джума-мечеть в Буйнакске, построенная в XIX веке, является одной из старейших в Дагестане. Ее архитектура сочетает традиционный исламский стиль и местный колорит. Внутренний декор мечети включает в себя узорчатые ковры из росы, полотнища, отделку благородными камнями и металлами. Джума-мечеть стоит в Буйнакске со времени основания самого города. Ее двери были открыты для верующих даже в советское время. До 80-х годов в административном корпусе располагалось духовное управление мусульман Северного Кавказа. Благодаря гостеприимству и доброжелательному отношению руководства и охраны Джума-мечети в Буйнакске мы побывали на джума-намазе или пятничной молитве. Это обязательная полуденная молитва мусульман в Дагестане традиционно проводится только мужчинами, поэтому сотни верующих пришли в этот день в мечеть, и она была полна. Нам предложили посмотреть джума-намаз с любого места и даже разрешили снимать. Но, честно говоря, из уважения к верующим и чтобы не отвлекать их от молитвы, мы воздержались. После молитвы мы с большим интересом осмотрели мечеть и поговорили с ее представителями. Конечно, хотелось бы еще раз поблагодарить мусульман Буйнакской джума-мечети за оказанное гостеприимство. Мы несколько раз бывали на джума-намазе в Узбекистане, а вот в России так получилось, что это было впервые именно в Буйнакске. Вот Гимринский хребет, за ним у нас Гимринское ущелье и аул Гимры. Ну, будем говорить, это практически столица ислама, который начал исламского государства. И у нас это называется аномальный участок. Так. Вот видите, ребята, дорога вниз. Логически мы должны ехать вниз. Да. Вот смотрите, я останавливаюсь, Так. торможу, Так. бросаю, и мы едем с вами назад. А как так? А как так? Видите? Так не может быть. Ну, машина-то вниз должна идти, ребята. Да. Ну, элементарно. Да. Ну, вот я бросаю, видите, Так, она давайте, едет сейчас, назад. сейчас, И сейчас. она еще, видите, разгоняется туда идет. Так, Как будто Леша, ты там- посмотри, там реверс случайно не стоит, и чтобы Стоит как бы реверс, это... посмотри, да, И реверс. педаль газа нажата в пол. И поэтому мы едем полномерно назад. Видите? Ребят. Но... Это, Если смещение должно быть центр тяжести назад. ну, вообще-то, ребята, это обман зрения. Ландшафт просто так устроен перепадиками здесь. И вам кажется, что мы на самом деле мы едем вверх. Это просто обман зрения. Они устанавливают тут аппаратуру специально, уровни делали, и все выяснилось. Здорово. Что просто Обман мозг не зрения, понимает, да? Просто, да, зрите, мы снимаем, а мозг просто не может понять этого. Подсознательно. Кто-то идет рядом, вспомогательная маленькая туннель, но она строилась только проход 30 лет почти была. Ничего себе. И, конечно, для Дагестана это огромная стройка. А помнишь, на Сицилии похожий туннель? Помнишь, мы Да. катили, когда с аэропорта туда, в Катанию? Тоже надо заезжать, да? Да, там тоже как, ну, через какое-то время там туннель начинается, помнишь? Я был за рулем, ты как раз... А, я же тебя и в аэропорт потом обратно тоже возил. Я Леша говорю, моя левая куча перекидать, его правая. Песчаный карьер, 2 человека. Я. Мясокомбинат я, хорошо? Да. А ликероводочный кто поедет? Сегодня нарядов не прислал. Ну тепло, да? Прям вот как бы сейчас, Ну может тут быть, солнце ветерок, а нагрело. если туда ниже, вообще тепленько бывает, да. Ага. Но у него нету такого большого подъема, например, как на серпантине. Просто оно затяжное такое. Ну, туда чуть-чуть приподними, покажи тому. Посмотрите, сколько там скал. Так вот кажется, что вот сейчас больше 800 метров, больше сейчас километров, наверное, да? Или больше? Ну, может быть, около километра, да. Гимры иногда называют сердцем горного Дагестана. А разве возможно побывать в Дагестане, не услышав биение его сердца? Гази Магомед,
первый имам Дагестана и Чечни, основатель Северо-Кавказского имамата. В 1828 году он был провозглашен имамом Дагестана и Чечни и объявил газоват Российской империи. 17 октября 1832 года Гази Магомед был убит во время штурма русскими войсками аула Гимры. При взятии аула бароном Розаном Гази Магомед заперся в башне с 15 наиболее приближенными соратниками, среди которых был и будущий имам Шамиль. Они пытались прорваться с боем, но были убиты. В живых остались двое защитников башни, среди которых был и будущий имам Шамиль. Вот как описывает этот случай биограф Шамиля, его сподвижник и зять Абдурахман из Гази Кумуха в своей книге воспоминаний 1869 года. Когда Гази Мухаммад узнал, что наместник направился на него с войском, он поспешил укрепить отдельные места гимринской теснины валом. Он построил дом для своих приверженцев, которые были в количестве 600 человек. Когда Гази Мухаммад и его войско готовились к борьбе против русских, наместник напал на него со своим войском и окружил дом, где укрылись Гази Мухаммад, Шамиль и их сподвижники, асхабы. Войска Гази Мухаммеда были разбросаны по отдельным пунктам. Между противниками целый день шел сильный бой. Дом, в котором находились Гази Мухаммад и Шамиль, был окружен. Когда Гази Мухаммад убедился, что от русских нет спасения и что он непременно будет убит, то он посмотрел на своих сподвижников и сказал, что смерть для человека неизбежна, и что смерть вне дома при нападении на русских достойнее, чем смерть внутри комнаты, подобно испуганной от ужаса женщины. Он покаялся пред Всевышним Аллахом, затем повторил формулу «нет Бога, кроме Аллаха», прочел несколько стихов из Корана о достоинстве джихада и смерти мученикам и, обнажив свою саблю, выскочил из комнаты и напал на них. Едва он поднял руку на солдат, как камень, брошенный с крыши дома одним из них, угодил в него. Он упал навзничь. Солдаты бросились на него со штыками и убили его. Когда Шамиль из комнаты увидел, что Гази Мухаммада убили враги, то сказал своим сподвижникам: «После того, как погиб наш наставник, мы не видим в жизни что-либо хорошего. Нам следует выступить и умереть». Потом он выскочил на улицу с гимринским муэдзином и с другими товарищами с обнаженными шашками. Этот прыжок, похожий на полет, был длиной в 12 локтей, или около 5,5 метров. Время было вечернее, солдаты бросали на него камни с крыши дома, как и на Гази Мухаммада, но шея его уцелела. Однако камни проломили бок, было поломано 8 ребер, и это причиняло ему невыносимую боль в плече. Когда Шамиль порывался уйти, один из солдат подскочил к нему, чтобы поразить его. Но Шамиль, опередив его, прикончил врага. Другой также был убит, затем третий, но четвертый проколол ему левый бок штыком, который вошел в грудь и вышел со спины. Шамиль схватил переднюю часть ружья солдата и притянул его к себе, прежде чем тот вынул штык из груди Шамиля и убил его. Затем вытащил штык и бросил его. Шамиль добрался до селения Унцукуль, там лечил его гимринский Абдул-Азиз, отец его жены Патимат, матери его старших сыновей. Останки же Гази Мухаммеда были похоронены в Тарки. Вот как раз, да, у нас блокпост. Его закрыли вот недавно только, но все равно приезжают работники и стоят здесь. Вот в этом ущелье находится Гимры. Здесь тоже наш райотдел стоял, Тарумовский, он тоже охранял. Тоже 15 лет они ездили, ребята, здесь командировку прямо вот на этой возвышенности стояли. Посмотри. Да, великолепно. Это вообще красотища. Посмотрите, насколько мощный хребет. Как можно было от этого что-то спустить. Да.
Там пешком-то спуститься, наверное, невозможно было. Да. Не говоря там о коняшке или каком-нибудь вооружении. И вот у нас это вторая гидроэлектростанция по мощности, а сверху это уже 4-я идет. Пионер, Мятли, Черкей, это Ирганай, это вот 4-я. 2000 год. И вот она дала жизнь тут им. Конечно, в 2000 году строили, конец 90-х. Очень сложная обстановка здесь была. Гимринский хребет – природная граница предгорной и горной зон республики. Его общая длина 42 километра, а высшая точка – гора Атао. Вот сейчас с левой стороны мы увидим тропу вот как раз Кавказской войны. Ну, раньше дорога шла вот так, говорят они, но вот часть тропы осталась. Видите, вон она пробита, видишь дорожка? Вот, видишь, вон там. Вот эта часть тропы, она вот так поднимается, спускается. Тут, говорит, был мост такой крутообразный, был водопад. Ну, воды практически я никогда там не видал. Вот. Не водохранилище, это водосброс, аварийный водосброс. Это вот уровень водохранилища, который забирается вода. Пересекает Гимринский хребет, помимо горных козьих троп, лишь одна автодорога. Крупнейший на Кавказе тоннель длиной 4250 метров, пробитый в толще хребта, был введен в эксплуатацию в 1993 году. Благодаря тоннелю шоссе Буйнакс-Гимры намного сократило путь в горы. Через тоннель из Махачкалы в Гимры можно попасть за 1 час, а объезд за 8. Мне кажется, что это пасека. Приемная народного депутата Павло-Корчагинского района, товарища Загоруйко Сигизмунда Львовича. Так, товарищи, предупреждаю, сегодня прием по личным вопросам только до 16:00. Следующий прием будет через месяц. Так, я не понял, кто-то еще есть или нет? Жду еще 15 минут. Товарищ, вы там, вот внизу, справа, вы ко мне? Мальчик, что-то сегодня народ не идет. Наверное, все вопросы его порешали. Вот какие мы молодцы-то, а? Салам алейкум, небеса высокие, творение великого Творца. Салам алейкум, счастьем окрыленные, людские благородные сердца. Салам алейкум,